Состав, ускоряющий результат и увеличивающий силу задуманного действия. Звучит как-то фантастически. Для эффективности амулетов и ритуалов, уже понятнее, вот только ингредиенты какие-то нереальные, как из сказки. Одна вода, только чего стоит золотая, да живая. Ладно, вон у тибетских целителей состав-то еще серьезнее, а это так, для новичков. Ну что, присоединяйтесь, почувствуем себя алхимиками. Ну что, у меня все ингредиенты-то готовы, я обязательно подскажу, что вам понадобится. Но прежде чем готовить этот малопонятный большинству людей состав, хотелось бы пояснить, зачем он все-таки нужен. Давайте уточним у нашей бабуси Ягуси, бабушки Едвиги, что она по этому поводу скажет. Бабулечка, появись. Скажи хоть, во что мы там ввязались и что за непонятную смесь нам варить придется. Привет, касатики, благословенны будьте. Сейчас бабуля с вами магическими секретами поделится. Да погодите за кастрюльки-то хвататься. Придется сначала послушать, а то понатворите дел-то. Ну а кому потом нужно будет конкретные места в этом сюжете найти, загляните в описание под этим видео. Там найдете тайм-коды всех важных моментов. Итак, поехали. У знатоков магии все составы действуют быстрее и мощнее, и без алхимии тут не обходится. Все мои предки тайны варева знали, знаю, о чем все подумали-то. Что придется всякие там лапки лягушек да змеин кожки пятить, а потом еще внутрь принимать. Ну, во всяком случае, не сегодня. Большинство алхимических составов – это выжимка из нужных энергетических потоков. Насыщенный, обогащенный состав, запечатанный в емкости. Источник питания для ритуалов и легких смесей. Это как волшебный магический пендель. Много кто его использует. В Тибете для лечебных масок и пилюль такие средства применяют. В Западной Африке для магии вуду. Древние кельты и по сей день для ритуалов такие обогащенные составы используют. Кличут эти составы все по-своему. Кто алхимическим зельем зовет, а кто флюидным усилителем составов. Но то, что в нем сила мощная, не дать не взять. Могу научить делать да применять, если хотите, конечно. Вот увидите, сами много чего сможете делать. Никаким гадалкам да колдунам ходить не придется. Все экономия. Да может себе да близким чем подсобите. Но предупреждаю, делать состав сложно. Хотя я вам дам самый-самый легонький. Как там Ванюш что сказывал? Рецепт для нубов. Новичков, значит. Ну, в общем, если кто еще так ничего и не понял, то готовить мы будем магический пендель для желаемых событий. Ну, и ускоритель активации амулетов тоже. Как приготовим, скажу, куда его добавлять. Ну, я Наталье полную инструкцию-то дала и по ингредиентам, и по действиям, так что буду наблюдать за чистотой эксперимента. А делать вы должны сами, а то не научитесь. Давай, внучек Наташ, дальше ты. Бабушка посмотрит, послушает и в конце дополнит. Ой, я попытаюсь, конечно, тем более, что свой экспериментальный состав я уже сделала. Пока не применяла, но как испытаю в действии, обязательно с вами поделюсь. Итак, немного алхимии от бабушки Едвиги. Для приготовления алхимического зелья, энергетической выжимки, флюидного усилителя, как там его еще называют, вам прежде всего нужна будет отдельная емкость, котел или кастрюля. Подберите для себя и используйте только для приготовления таких составов, поскольку впоследствии ни для чего иного ее использовать будет нельзя. Запах от многих смесей будет впитываться в емкость, и готовить еду в ней не получится.
у блюда будет такой специфический привкус и запах. Да и небезопасно это, поэтому заведите особую кастрюлю, котелок. В идеале, конечно, готовить такой состав замечательно на костре, но если вы живете в частном доме, не упускайте возможность. Если нет, можно готовить на кухонной плите. Еще запаситесь ситом и тканью для фильтрации. Также вам понадобится крепкий алкоголь, лучше всего спиртом. Подойдет также водка, джин. Ну и, конечно, нужны будут особые ингредиенты для вашего индивидуального состава, причем в соответствии с элементами и стихиями огня, воды, земли и воздуха, а также в соответствии с планетами. Но тут все зависит от самой смеси и ее цели. Для чего именно вы готовите свой усилитель? Кому-то он нужен для любви, кому-то для исцеления, кому-то для защиты и так далее. Все ваши ингредиенты, а это могут быть травы, цветы, овощи, фрукты, семена, можно использовать как свежие, так и засушенные. Потихоньку в наших видео я буду давать такие составы для определенных жизненных ситуаций, для привлечения изобилия, спокойствия в доме или каких-то иных действий. Но сегодня, чтобы вы могли с чего-то начать, я подскажу универсальный состав для всех случаев, то есть для усиления и ускорения любых ритуалов, любых намерений, активации любых амулетов. Но даже универсальные составы бывают сложными и легкими. Конечно же, мы с вами начнем с самого легкого. И вам понадобятся следующие ингредиенты. Это шалфей, ромашка, перечная мята, ива, фиалка, имбирь и плющ. Не переживайте, сейчас я покажу, какие конкретно части от этих трав вам понадобятся. Можете записать себе. Вы смотрите, изучайте. Потом запишите себе в вашу магическую книгу рецептов. Не думаю, что с составом могут возникнуть какие-либо сложности. Все можно найти. Что касается плюща, нужен не восковой, а обычный. Видов его много. На улице очень много сейчас плюща. Пока есть возможность, можете его принести домой. Даже засушить, чтобы был у вас в запасе. Сейчас покажу вам. Узнаете его тут же. Вот виды плюща такие бывают. Думаю, вы часто его на улице встречали, можете по листочкам вот сейчас узнать. Видите? А насчет фиалок, фиалки можно использовать любые. Вот тут советую применить интуицию и даже цвет лепестков фиалки пусть соответствует вашему намерению, вашему желанию. То есть даже в этом универсальном, казалось бы, составе у вас есть возможность сделать какой-то вот свой собственный усилитель с своими собственными ингредиентами. Ну и теперь осталось приготовить два важнейших ингредиента нам с вами. Это сказочно так и звучащие ингредиенты. Весенняя вода или живая вода часто называют. И золотая настойка или золотая вода. Да, звучит сказочно. Меня тоже поначалу испугали эти ингредиенты. Я даже не знала, где их взять. Но без них никак. Помните, на одном из стримов я показывала вам тибетца, который делает лечебные маски. Как он ходит специально за водой в определенное время, поднимаясь за ней к святому источнику высокогорья. И без этой воды магические маски он делать не может. Вот так и тут. Нам нужна весенняя вода. Это вода из святых мест и весенних ритуалов, а также вода, когда она оживает, оттаивает весной, с нее сходит лед, тоже подходит. Но это в идеале. Если же сейчас у вас такой воды нет, и нет такой возможности, чтобы ее взять где-то, то для новичков есть такой выход. Приготовьте сами талую воду. Лучше всего взять воду из святого места, конечно же, из какого-то целебного источника. Но если не получается, пусть это будет обычная фильтрованная вода. После того, как она отстоится, нам надо будет залить нужное количество, вот в такие пластиковые контейнеры и поставить в холодильник, в морозильное отделение. И здесь нужно будет следить за водой и поймать момент, когда на поверхности вашей воды появится тонкий слой, тонкая такая корочка. И этот ледяной слой надо будет снять. Это дейтерий, тяжелая вода, от нее надо избавиться. Вот
Кстати, до появления такого ледяного слоя у кого как время уходит, ну, от 1 до 3 часов может уйти в зависимости от объема воды и от режима охлаждения. Следите поэтому. Итак, избавились вы от ледяного слоя, затем емкость с водой снова поставьте в холодильник, в морозильное отделение. И через несколько часов, тут опять следите, ну, где-то часов через 5 примерно. Вода у вас снизу и сверху заледенеет. И в середине, вот как бы середина еще с водой останется. Видите, вода в середине. Только в середине, это где-то третья часть. Вот так вот, третья часть воды. Вот ее нужно будет вам слить. Сделайте отверстие и вылейте ее. Это тоже ненужные нам вредные примеси. Вот, сливаем. А то, что остается у вас, вот сейчас в кусочке этом останется, положите в отдельную емкость, пусть тает этот кусок, и у вас это будет легкая, живая, талая вода. Вот этот кусок вот с ней останется, пусть тает. Эта вода тает, и она у вас будет эффективна где-то в течение 8 часов. И, кстати, ее очень полезно даже пить. Если у вас нет времени следить за водой весь день, то можете приготовить талую воду еще одним способом. И, кстати, так ее делают на запас. Точно так же, как в предыдущем способе, берем воду, тоже так же заливаем, тоже ставим в морозильное отделение. Все так же поначалу. Тоже придется где-то до 3 часов выждать, следите. И тоже придется сначала снять вот этот вот ледяной слой, избавиться от него, как в предыдущем методе мы делали. А вот потом, как только вы избавитесь, вы опять уже ставите в морозильник воду, и пусть стоит сколько нужно ваша вода, хоть всю ночь. Потом, когда она вам понадобится, вытащите емкость, и вы увидите, что у вас в серединке такой комочек белесый. Ой, извините, не то показываю. Вот комочек белесый. Вот такой он, как сосулька остался. Ну, собственно, вот он и был у нас, мы его и сливали вот отсюда, третья часть в предыдущем методе. Но только сейчас он у нас заледенел. Еще покажу. Видите этот комок в середине? Вам нужно вытащить его будет, но сначала как бы оттаять, поставить воду. Видите, вода тает, а комок-то не хочет этот таять, он все остается, он до последнего будет оставаться, очень долго таять. Вы не дожидаетесь его таяния, а вытащите этот комок, избавьтесь от него. Избавьтесь. А оставшаяся же вода, пусть у вас оттает. Это то, что вам нужно. Это есть талая вода, та самая легкая, живая талая вода. Вот она для нашего состава вам будет нужна. Итак, талую воду мы с вами приготовили. Теперь осталось сделать золотую воду. И тут тоже существует несколько способов. Вообще, в магической алхимии в данном случае используют хлорид золота для приготовления золотой настойки. Это, конечно, легко, и сейчас много онлайн-магазинов, где можно купить такой состав. Но взаимодействовать с ним довольно небезопасно. Нельзя допускать попадания на кожу, да и вообще, несмотря на то, что для нашей смеси его надо всего несколько капель, рецепт этой настойки я давать пока не решусь. Знатоки умеют пользоваться таким составом, а новички, если уж очень хотят, могут сами ознакомиться в прилагаемых к таким бутылочкам с хлоридом золота указаниях, инструкциях по применению. Но если вы только начинаете, даже толком не знаете, где вы будете использовать свой усилитель, то лучше пока не применяйте хлорид золота, а сделайте облегченный состав – золотую воду. Можно приготовить ее горячим методом кипячения, и можно использовать холодный метод, то есть у вас есть тоже 3 способа. Начнем с самого сильного, эффективного, горячего. И это тоже древний рецепт алхимиков. Придется повозиться. Вам понадобится золотое изделие. На огне или плите его нужно сильно накалить, затем опустить в воду. При этом по весу количество воды должно быть в соответствии с золотым изделием от 10 к 1.
При этом учитывается количество золота у вас в изделии. Сейчас я вам подсказочку дам, чтобы вы не запутались, и вы все поймете. Вот, смотрим подсказочку, видите? Учитывается количество золота в изделии, да? Эта подсказка пригодится вам, если вы будете готовить золотую воду именно горячим способом. И вы видите, сколько воды нужно взять в зависимости от удельного веса чистого золота в вашем изделии. Еще один нюанс. Не забывайте, что если вы решите воспользоваться этим методом, берите то изделие, что вам не жалко. Вы должны понимать, что оно может быть повреждено огнем. И, конечно, в изделии не должно быть никаких камней. Итак, мы кидаем горячее изделие в воду. В это время от вашего изделия отделяются атомы, и вода как бы насыщается металлом. Сделайте не менее 7 подобных манипуляций, а лучше 10. Золотая вода готова. Такой золотой настойки вам впоследствии для приготовления алхимического флюидного зелья понадобится 5-10 капель на полстакана нашего варева. Вот. Кстати, такая золотая вода считается довольно сильной, эффективной тоже, потому что вы делаете ее самостоятельно. И в будущем она может вам пригодиться не только для магических зелий, но и для всевозможных ритуальных предметов. Теперь еще один метод приготовления золотой воды – это метод кипячения, и я рекомендую начать именно с него. Он самый безопасный и лучше, чем холодный способ, потому что быстрее. В нашем случае нужно взять где-то стакан воды на изделие весом в 5 граммов. Сейчас покажу, как это делается. Помойте изделие, залейте водой и кипятите на очень-очень слабом огне не менее получаса, а лучше 35-40 минут. Вода у вас должна будет уменьшиться, больше, чем вдвое уменьшится она еще. Вот посмотрите, там в конце будет видно, как уменьшится вода. Не бойтесь, если даже сильно уменьшится, ничего, насыщенней состав даже будет. Вот. Затем остудите воду, вытащите изделие, и у вас осталась так называемая золотая вода, хоть и слабой насыщенности. Такой воды можно добавлять 10 капель на полстакана нашего состава. И, наконец, самый легкий способ приготовления золотой воды – это холодный способ. Нужно залить золотое изделие чистой водой и оставить в солнечной части комнаты на 1 неделю. Как видите, ждать довольно долго. Вы можете пока использовать любые методы приготовления как живой талой воды, так и золотой воды. Теперь, когда у вас есть все ингредиенты, наконец-то переходим к приготовлению нашего энергетического усилителя и ускорителя, как там наша бабуля-то говорила, магического пенделя. Надеюсь, вы помните, что готовить такой состав нужно не когда вздумается, а в благоприятное время. Смотрите положение Луны, учитывайте дни недели. Кто об этом ничего не знает, можете посмотреть один из предыдущих сюжетов о тибетском календаре соответствия планет, дней недели и действий. Допустим, время вы для себя определили, ингредиенты подготовили. Дальше нужно обязательно почистить помещение любым известным вам способом. Благовония, белые свечи, колокольчики подойдут, даже поющие чаши. Используйте то, что привыкли. Затем вам нужно поместить в вашу специальную кастрюлю для приготовления зелий подготовленные сухие или свежие ингредиенты. У меня это особый состав. Здесь не только травяной, еще яблоки, персики. Я вам покажу сейчас. Но не смотрите на него, потому что он не для любого случая, этот состав подходит. Поэтому пока вы можете ставить эксперимент с ингредиентами универсального состава, что я давала выше. А я делала свой, как видите. То есть вам нужно залить, видите, чтобы утонули все ваши ингредиенты. Затем кастрюлю нужно накрыть. Лучше всего стеклянной крышкой, чтобы было видно, что у вас творится внутри, чтобы зелье не выкипело, не кипело слишком сильно. И если у вас в стекле есть отверстие, то его нужно чем-то запечатать, заклеить. Я, кстати, вот так и сделала, заклеила. Кипит оно у вас. Помните, как мы масло кхи с вами готовили?
То есть включаем огонь, кипятим наше будущее зелье очень-очень на медленном огне, как масло кхи. Нужно, чтобы состав томился, а не кипел. И так где-то около 50 минут, ну, может быть, минут на 5 меньше. Все это время, пока состав томится, не открывайте кастрюлю, не выпускайте ничего изнутри. Можете говорить свои слова или заклинания, мысленно вкладывая их в будущий состав. Ну, а затем огонь выключите, и пусть, конечно, у вас полученный состав полностью остынет, и тоже не открывайте кастрюлю, пока ваше зелье не охладится. Только после полного остывания можете перемешать вашу жидкость. Ну, то есть не жидкость, а состав. Во время перемешивания говорите заклинание. Оно должно быть ваше индивидуальное. Придумайте свои слова, что-то певучее, сильное. Затем смесь нужно будет отфильтровать, конечно же. Смотрите, чтобы плавающих частичек никаких в жидкости не осталось. И густота готового состава зависит от используемых ингредиентов. Она, конечно же, может отличаться. Вот. Конечно же, может отличаться. Когда-то у кого-то гуще, у кого-то там более жидкое, смотря из чего вы готовили состав. Вы это должны понимать. Затем зелье это вам нужно будет снова вскипятить. Снова вскипятите его. Минут 20-30 где-то кипятите. И не бойтесь, если останется всего стакан, полстакана жидкости. Так нужно. Затем снова остудите состав и снова его отфильтруйте. Смотрите, чтобы не было плавающих травяных частиц, поэтому, может быть, даже через бумагу можно отфильтровать. После этого добавьте в оставшуюся жидкость столько же подготовленного алкоголя. Водки или в идеале спирт 1 к 1. 1 к 1. Вот. Перемешайте как следует. И затем добавьте настоечку золота. 5-10 капель на полстакана варева. Ну, как я вам и говорила. Нашей золотой воды, то, что мы готовили методом кипячения, до 10 капель можно смело добавлять. А воды холодным методом золотой воды приготовленной даже побольше, можно и до 15 капель. Вот. Можно также 10. Смотрите. Сами действуйте интуитивно. Итак, добавили вы и золото, уже золотую настойку добавили. Перемешайте тщательно состав, конечно же. Мешая, всегда говорите особые слова, смотря для чего предназначается флюидный усилитель. Все эти нюансы мы еще будем впоследствии обсуждать. Ну и последний шаг, необязательный. Когда такой состав делают для себя, для будущих своих ритуалов, еще капельку крови в него добавляют, но это для знатоков и особых сложных обрядов. Поэтому вам этого делать сейчас не нужно. Достаточно усиления смеси с золотой водой и вашими индивидуальными словами, шепотками, заклинаниями, наговоренными на состав. Готовый алхимический состав вылейте в подготовленные бутылочки. Вылейте в бутылочки. Я вот одну большую бутылочку заготовила и такую маленькую стеклянную пшикалку тоже. Вот. И вы так можете сделать. Спрячьте подальше от солнечных лучей, и все, у нас магическое зелье готово. Где его можно использовать? Можно кисточкой наносить на талисманы, на энергетических кукол, добавлять по капельке в ритуальные сыпучие смеси, смазывать капелькой основание свечей перед зажжением. Можно капельку капнуть у фитиля свечи, но будьте бдительны, зелье ваше огнеопасное. Следите за свечой, позаботьтесь о безопасности и не наклоняйтесь к пламени. Оно может стрелять, вспыхивать. Именно поэтому лучше смазывать составом основания свечи. А если уж капать у фитиля, то малюсенькую капельку и не наклоняться близко к горящему пламени. Ну что, бабуля, все так? Да, я тут слежу все точно, без нареканий. Но
Погодите уходить-то. Чего хочу еще сказать. Я тут много всяких суставов еще для вас приготовила. Для отдельных жизненных ситуаций. Так что, бабули, лайк-то поставьте и следите за выходом следующих видео. И это, на канал подписаться не забудьте. Ну, если не подписаны. Подпишись и послушай, дальше будет не скучно, ведь все не так, как кажется. Чудеса не за морями, чудеса рядом с вами, так оно окажется. Ну а с вами были Наталья и бабушка Едвига. До новых встреч на канале О Секретах Лайф. Познаем и испытываем вместе с каналом О Секретах Лайф.